Здравствуйте, близнецы! У нас прогноз на август для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Энергия августа, знак зодиака Близнецы. Хорошо, с какими энергиями вы войдете в август из июля? По этой информации вы поймете, резонирует ли с вами расклад. Что вас ждет в августе? Первая декада. Вот у всех эта карта выпадает перевернутая. Вторая декада. Третья декада. И энергии, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Энергии, с которой вы входите в август. Здесь ложится восьмерка ключей. Карта называется The Master Artisan. Это мастер-ремесленник. Здесь мы видим, что мастерская, в которой сидят ученики, а из рук их наставника сыпятся драгоценные камни. То есть человек делится своим опытом, знаниями, умениями со своими учениками. Карта говорит, что вы сейчас можете предложить свои таланты, намерения, способности миру, при этом делая многочисленные вклады, взносы и пожертвования. Да, карта говорит, не стесняйтесь, не сдерживайте то, чем вы хотите поделиться. То есть сейчас у вас может появиться возможность учить и тренировать своим навыкам других, а также, может быть, публично демонстрировать, показывать свои дарования, таланты. Но даже если ваши способности заключаются в любви и сострадании, вы также можете поделиться этими дарами с другими людьми. Вот в это время вы можете выстроить вашу репутацию и воспользоваться теми возможностями, которые приходят в вашу жизнь. Так что действуйте, показывайте себя, позвольте себе сиять. У вас есть много чего вы можете привнести в этот мир. Первая декада августа. Вот у многих эта карта выпадает перевернутая, несмотря на то, что я постоянно мешаю колоду. Это единица силы, карта называется The Akashic Field, это поле Акаши. И мы здесь видим движение энергии, сила, мощь, информация. Но когда эта карта ложится перевернутая, она может показывать, что ваша сила и энергии сейчас будут разрознены внутри или вокруг вас. Возможно, вы будете переживать какой-то кризис, или можете испытать огорчение или враждебность, которые заведут вас в тупик. Но еще это может быть ваш нестабильный эмоциональный фон. Это могут быть ваши волнения, страхи, паника. И все это расщепляет вашу энергию и вызывает неистовую вибрацию. Но вы должны знать, что энергия Вселенной для вас доступна всегда. Вот это вечное вдохновение всегда вибрирует вокруг нас. Но пока вы не успокоитесь и не обуздаете вот эту эмоциональную напряженность, вы будете как радиостанция, которая настроена на неправильную частоту. И поле Акаши и мир, они наполнены возможными решениями тех самых проблем, которые здесь вас так расстраивают и огорчают. И вам нужно будет сейчас остановиться, сделать шаг назад и попытаться по-новому взглянуть на вот эту ситуацию. Постарайтесь свой эмоциональный фон привести в гармонию, в баланс. Конечно, эти волнения могут быть связаны с тем, что вам предложат, например, возглавить какую-то группу или чему-то обучать других. Это просто будут волнения. Хорошо, вторая декада августа. Здесь ложится двойка свитков. Карта называется Two Worlds. Это два мира. Да, в прямом положении эта карта может показывать конфликт в вашей жизни между тем, что требует внешний мир от вас, и как ваша душа направляет вас. Это когда мы
разрываемся между материальным и духовным миром. Карта говорит, да, у вас могло быть в прошлом несколько воплощений, в которых вы хотели сосредоточиться на своем духовном росте. Может быть, даже присоединились к какому-то монастырю, чтобы сделать это. Но в следующих воплощениях светский мир предложил вам семью, любовь, финансовый успех. И в этих воплощениях вы выбрали материальный мир. Сейчас вы можете испытывать колебания между самореализацией духовного развития и успехом в вашей повседневной жизни. Эти сомнения могут идти из-за того, что вот если вы займетесь духовным ростом, как это может повлиять на вашу личную материальную жизнь. Но эта карта призывает вас научиться объединять эти два мира вместе. Да, если у вас есть работа или отношения, которые отталкивают вас от вашей духовности, вы должны с этим справиться. Может быть, даже это оставить. Самое главное, пусть ничто не мешает вашему духовному росту. И третья декада августа. Здесь у вас ложится восьмерка силы. Карта называется The Lightning Bolt. Это удар молнии. Она у вас перевернутая. В прямом положении мы видим, что молния разрезает грозовое небо и раскалывает дерево по самое основание. Но при свете всполохи этой молнии мы видим, что на земле очень большие лужи. То есть, да, вот удар молнии происходит неожиданно, но так как лужи большие, значит гроза продолжалась какое-то время. Когда эта карта ложится перевернутая, она говорит, что наоборот сейчас для вас наступает время для динамичных действий и энергии. Очевидно, вы понесли убытки, потери, но вот эта гроза и шторм уже заканчиваются. Да, может быть, потребуется какая-то небольшая очистка, но для вас сейчас пришло время пустить новые корни и добиться нового роста. Приложите свою энергию сейчас к тому, что требуется от вас в данный момент. Причем, когда эта карта переворачивается, удар молнии как бы достигает раскола небес. И это не что иное, как божественная сила, которая сейчас движется сквозь вас, как бы поднимаясь из глубин мироздания. Эта могучая сила поможет вам осветить землю и прояснить все в вашей жизни. И энергия, с которой вы выходите из августа в сентябрь, да, как у нас интересно, здесь ложится сезонная карта Spring Autumn, весна-осень, и она у вас ложится в позиции осени. Да? Сентябрь это у нас первый осенний месяц. Ну и осень у нас это еще время сбора урожая. Карта говорит, возможно, в вашу жизнь придет большое изобилие. Но вас непременно призовут собрать вот этот результат того действия, которое вы предпринимали в прошлом. Ваша карьера, творчество, личные проекты, все обязательно окупится. И хотя результаты, которые вы ожидаете, будут благоприятными, не забывайте, что есть еще усилия как для сбора урожая, так и для новой посадки. То есть от вас могут потребоваться еще какие-то окончательные усилия, которые вам необходимо будет предпринять. Поэтому карта говорит, сконцентрируйтесь на том, что вам необходимо сейчас сделать, чтобы завершить вот этот рассматриваемый вопрос. Потому что урожай – это время пожинать то, что вы посеяли. Ну и карта говорит, наслаждайтесь плодами вашего труда, но будь то урожай большой или маленький, всегда выбирайте жить в благодарности. Размещение благодарности в ваших хрониках Акаши привлекут в вашу жизнь еще больше вещей, которые принесут больше благодарности в будущем. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.